Топ-10 самых полезных книг по саморазвитию. Саморазвитие – трудный путь, который нельзя пройти до конца, а стоит лишь ненадолго прервать движение, как вас отбрасывает назад. И все-таки нельзя переставать расти над собой, становиться чуть лучше, чем вчера. Помните, что это путь благородный, достойный и со множеством сопутствующих бонусов в виде успешности, признания и финансового благополучия. Сегодня я поделюсь с вами уникальной подборкой из 10 самых полезных книг по саморазвитию, которые у меня сработали и открыли мне глаза на многие вещи. Эти учебники жизни реально работают. Проверено не только на личном опыте, но и на опыте тысячи людей. А перед тем, как продолжить, поставьте этому видео лайк и обязательно подпишитесь на канал. Так я буду видеть, что данная тема для вас актуальна, и продолжу записывать ролики в подобной тематике. Итак, первая книга «Магия утра. Как первый час дня определяет ваш успех». Хейл Элрод сможет переубедить даже самых заядлых сов. Из книги «Магия утра» вы узнаете, как первый час после пробуждения определяет успех всего дня и помогает раскрыть свой потенциал. Следуя советам автора, десятки тысяч человек улучшили свое здоровье, стали больше зарабатывать, научились фокусироваться на ключевых задачах и, главное, стали счастливее. Следующая книга «Эссенциализм. Путь к простоте». Путь эссенциалиста – это постоянный поиск меньшего, но лучшего. Притягательная философия нового жизненного направления «Эссенциализм. Путь к простоте» раскрывается в одноименной книге ученого Грега Маккоэна. Исследование автора для многих стало настольным и научило самому главному – чаще говорить «нет» и отделять шелуху ненужного от ядер важного. Следующая книга – это «Сила воли. Как развить и укрепить». В чем сила? В силе воли. Рассмотрите данную книгу под микроскопом, поймите, для чего она вам пригодится, и начните развивать силу воли уже сегодня. Эта книга поможет заменить плохие привычки хорошими, доводить дела до конца и преодолевать стресс и тревогу. Выйди из зоны комфорта, измени свою жизнь. 21 метод повышения личной эффективности. Это одна из самых известных в мире книг, посвященных саморазвитию. Она о том, как выйти из зоны комфорта, начать успевать больше, решать сложные задачи и добиваться успеха. Каждый совет, который вы найдете под обложкой, можно применить немедленно и посмотреть, насколько изменится ваша жизнь. Следующая книга – это «Искусство покоя. Захватывающие приключения в полной неподвижности». Я считаю, что эта книга необходима каждому городскому жителю. У тревел-журналиста и писателя Пика Айера правильный посыл. Хватит бегать по разным частям света в поисках себя, ведь гораздо эффективнее это можно сделать, не сходя с места. Конечно, автору книги легко говорить, сам-то он, перед тем, как понять истину, объездил весь мир. Но если вы дошли до ручки, если в голове постоянно шумит информационный поток, не давая сосредоточиться, лучшей литературы вам не найти. Разрешите себе поваляться на диване с книгой без угрызений совести, и вы гарантированно проведете пару ленивых дней с большой пользой. Еще одна замечательная книга «Почему никто не рассказал мне это в 20. Интенсив по поиску себя в этом мире». С чего начать собственное дело, где найти прибыльную идею, как научиться решать проблемы, над чем лучше работать и на что тратить силы и время. Рецепт и история успеха каждого человека уникальны, как отпечатки пальцев. Из этой книги вы узнаете, как каждый день испытывать свои силы, самостоятельно выбирать новую точку зрения и смотреть на любую задачу в новом свете. Поток. Психология оптимального переживания. Я убеждена, что эта книга одна из самых громких психологических новинок последних десятилетий. Исследуя творческих личностей, автор книги обнаружил: они счастливы благодаря тому, что в процессе озарения испытывают состояние потока. Но поток не является исключительным достоянием каких-то особых людей. Автор выстраивает деятельную, стройную и экспериментально подтвержденную теорию, в центре которой находится идея потока. Это состояние полного слияния со своим делом, поглощения им, когда не ощущаешь времени самого себя, когда вместо усталости возникает постоянный прилив энергии. Всем советую прочесть данную книгу. Кстати, все книги с сегодняшней рубрики можно будет найти в описании к данному видеоролику, они также будут в закрепленном комментарии. Но мы переходим к следующей книге. Она называется «Никогда не будь. Как выйти из тупика и найти себя». Вот что говорит Елена Рязанова, автор книги.
Когда все окончательно достает, самые смелые из нас начинают что-то делать. Как правило, то, что первым приходит в голову, кажется логичным и правильным. Чаще всего действуют шаблонными путями, ведущими в тупик. И проигрывают, не понимая почему. И самое обидное то, что они больше не пытаются. Моя задача – помочь вам не только начать путь, но и не заблудиться по дороге. Потому что тропинки, ведущие в тупик или к обрыву, выглядят вполне протоптанными, и их очень легко спутать с правильными. Предпоследняя книга – это «Инсайт». Почему мы не осознаем себя так, как нам кажется, и почему отчетливое представление о себе помогает добиться успеха в работе и в жизни. Самоосознание – это метанавык 21-го столетия. Люди, которые знают себя и то, как их воспринимают окружающие, более счастливы, принимают более разумные решения, выстраивают более качественные личные и профессиональные отношения. Кстати, есть убедительные научные доказательства этого. Хотите глубже погрузиться в тему? Читайте «Инсайт». И завершая топ-10 книг на сегодня, это книга «Джедайские техники. Как воспитать свою обезьяну, опустошить инбокс и изберечь мыслетопливо». Почему, даже зная, как надо правильно работать, человек на практике делает все так, как привык? То есть плохо. Прочитав «Джедайские техники», вы найдете ответ на этот вопрос, узнаете, как устроены ваше мышление и память. Почему вы не экономно тратите ресурсы своего мозга, как их сохранить, как правильно концентрироваться, формулировать задачи и восстанавливаться для продуктивной работы. На этом наше видео с подборкой топ-10 книг по саморазвитию подходит к концу. Искренне надеюсь, что вам было интересно. Если это так, поставьте видео лайк, обязательно подпишитесь на канал. Впереди вас ждет еще масса полезной информации.